Всем привет, с вами Алла. Давайте посмотрим, какая женщина хочет с вами сблизиться. Может быть, помириться, может быть, наоборот, познакомиться или начать отношения. Перед вами два варианта, выбирайте свою колоду. Это первый вариант, это второй. Итак, сигнификатор первого варианта — восьмерка мечей. Аркан Дурак, туз жезлов. Интересная история. И пятерка чаш. Ребят, здесь знаете про что? Здесь даже может отыграться, что вы и не знаете про ее чувства к вам. Здесь женщина, она как-то скрывает свои эмоции, не хочет, чтобы вы это знали. Здесь человеку очень тяжело, но она старается из всех сил, чтобы вы про эти чувства не узнали. А почему? Слушайте, здесь очень большая сексуальная привлекательность. Здесь все-таки отыграется у большинства, знаете что? Либо здесь любовный треугольник, кто-то свободен, а кто-то занят. Либо вы в таком формате отношений находитесь, как-то здесь стрёмненько признаваться в своих чувствах. Например, это может быть ваша руководительница или ваша подчиненная. Это может быть ваша клиентка или вы ее клиент. Это может быть какая-то история между вами, когда ты должен держать лицо, марку. Типа, как, знаете, делать внешний вид, что вот у меня к тебе ровное, спокойное отношение. Еще может отыграться, что это подруга вашей жены. То есть здесь есть какая-то причина, по которой эта женщина боится показать вам свои чувства, потому что это чревато. Да, ребят, здесь может отыграться что-то подруга вашей жены, либо коллега вашей жены, либо соседка ваша даже, но вы женаты. У кого-то еще может отыграться что-то ваша бывшая, но вы уже в отношениях с другой женщиной. Это знаете, как бывает, когда ты расстался со своей женой, либо со своей женщиной, прошло какое-то время, ты уже в других отношениях, у тебя уже другая женщина. И тут твоя бывшая выходит на связь с желанием помириться, тут у нее чувства прорвались, хлынула любовь к вам. А тут бац, оказывается, что у вас другая женщина. И все. И кому же хочется обломаться? Никому.
Поэтому, если вас что-то связывает с вашей бывшей, ну, например, ваши общие дети, то она будет, знаете как, искать предмет, искать возможность с вами общаться через детей. Через детей узнавать про вашу личную жизнь, через соседей, через каких-то общих знакомых, например. Ну, в общем, она будет пытаться, с одной стороны, как бы вас не упускать из вида, с другой стороны, ни в коем случае не показать, что у нее к вам чувства. Здесь человек не хочет, чтобы вот, если у вас уже другая женщина, ну да, она не хочет обломаться, типа, чтобы ты не подумал, что я тут вот прям за тобой страдаю. Тут может быть такая история, что она-то свободная сейчас, а вы можете быть уже в других отношениях. И королева жезлов тут с гонором, поэтому она не хочет обламываться. Если же это не ваша бывшая, а вот женщина, соседка, коллега, клиентка, подруга вашей жены, то есть тут все варианты рассматривайте, расклад общий, поэтому тут будет много вариантов интерпретации. То здесь про то, что очень сильное притяжение к вам, особенно сексуальное притяжение, вот прям чувственное, очень сильное. И она может вас, кстати, даже избегать, потому что ей самой стыдно, она не знает, что с этим делать. Она реально не понимает, как себя успокоить и как не обломаться вот в ваших глазах. Да, ребят, тут сложная история. Тут женщина реально влюблена. Не путайте с любовью. Здесь влюбленность. Влюбленность и огромное желание у вас как мужчины. Она не знает, что с этим делать. Человек здесь пока что в растерянности и не понимает, что дальше делать с этой страстью по отношению к вам. Так, единички, это был ваш вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, двойки. Восьмерка чаш. Ух ты, императрица. Какая красота. Женщина от вас далеко. Либо вы куда-то уехали, либо она куда-то уехала. Короче, вы разъехались. Ребята, здесь отношения это не жена. Это может быть ваша любовница, либо женщина, с которой отношения только начали завязываться. Ну, то есть как бы новые отношения. Может быть, кстати, какие-то курортные отношения. Или, как это называется, командировочно, вот. Знаете, иногда так бывает, вот я у многих своих клиентов слышу, что человек поехал в командировку, не собирался вообще серьезно там никакие отношения заводить. Но в командировке случилась связь, и потом как бы они разъехались в разные города, в разные страны. Но связь они поддерживали, переписывались, созванивались. И вот мне клиенты часто говорят о том, что я ни на что не рассчитывала, серьезная. Но настолько с ним было прикольно, легко.
что ну вот как-то мы так завязались, начали встречаться на расстоянии, как бы вот то она ко мне приезжала, то я к ней приезжал. Вот очень похожая история. Да, здесь есть какие-то препятствия, вот когда хотелось бы, но не получается. Женщина здесь вот какое-то время, она относилась к этому так легко. Знаете, типа, ну, пошалили, да и пошалили. Типа, ничего серьезного я от него не хочу. Прикольный малый. Видите, тут король и королева жезлов. Это про то, что ты прикольный, ты классный, мне с тобой очень весело. Ты очень интересный человек. Ты очень сексапильный, очень такой привлекательный, манящий. Но тройка чаш. Как бы, ну что у нас с тобой может быть серьезного? Ну, видите, вот есть очень хорошая пословица. Сейчас вспомню, как она называется. Ничего нет самого длительного, как-то так, по-моему, чем самое временное. Блин, не как-то она по-другому звучала, не помню. Слушайте, кто понял, о чем я, напишите в комментариях. Там речь о том, что вот когда ты думаешь, что это несерьезно, вот именно это получается серьезно. А когда ты строишь прям грандиозные планы, все, это моя женщина, а нифига. И потом как бы облом. Знаете, это как закон во Вселенной. Вот чем больше ты за что-то цепляешься, тем быстрее ты это точно не получишь и обломаешься. В данном случае здесь женщина очень долгое время вообще вас не рассматривала серьезно. Ну, типа, как бы встречаемся, да, и переписываемся. Ну, созваниваемся, там, какие-то мы романтические встречи проводим. А потом ее как перемкнуло в какой-то момент. И вот она поняла, что здесь вот прям очень сильно к вам тянет, и вот прям без вас вот все, вот без вас нельзя. Честно говоря, она сама в шоке. Она, знаете, я думаю, что она сама с собой спорит. Типа, как? Как так получилось? Я же думала, что это просто какая-то игра. Я же думала, что мы просто так поромантизировали на выходных, да и разбежались. Это как в этом, в анекдоте. И на старуху бывает проруха. Помните? Да, женщина на самом деле, она сама в шоке. А ты это показываешь мужчине? Нет, не показывает. Ну, она, конечно, может вам какие-то уже вопросы закидывать по поводу переезда, по поводу того, что там, а как ты смотришь на будущее, вот то, что мы в разных странах, либо в разных городах. Ну, как-то она так, аккуратненько, знаете, вот закидывает удочку, чтобы вас не спугнуть. Ну и плюс она сама в шоке, она сама от себя не ожидала, что вот из какого-то флирта получится такая серьезная влюбленность. Поэтому она пока такая, знаете, сама еще так думает, а не передумаю ли я? Может быть, это меня как-то там шандарахнуло, может, потом передумаю через месяц.
Потом пока что женщина все-таки наблюдает за вами, за своими чувствами, насколько они действительно у нее серьезны. И как бы, ну так потихоньку она вам какие-то вопросы будет запрокидывать. А как ты себя видишь через год? А как ты видишь наши отношения через год? А каких отношений ты хочешь? Вот в таком формате. Так что, двоечки, вот такой ваш вариант. Кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. И я в переписке расскажу, какие есть форматы личных гаданий, что для этого необходимо и как они проходят. На этом всем пока.